Эти крошечные создания, порхающие от цветка к цветку. Но как их жизнь могла стать живым доказательством мудрости Творца? 1400 лет назад, когда наука не знала о пчелах ничего, Коран уже описал их жизнь, их роль и даже их тайны. Но как это было возможно? Пчелы являются живым доказательством мудрости Творца, символом гармонии природы и глубоким духовным знаком. Их жизнь – это урок порядка, усердия и самоотверженности, который демонстрируют рабочие пчелы, самки. В мире пчел царит удивительный порядок. Каждая из них знает свою роль и выполняет ее с абсолютной точностью. Когда рабочие пчелы собирают нектар и превращают его в мед, они не только создают сладкий продукт, они опыляют растения, поддерживая жизнь в экосистеме, и производят мед, который приносит исцеление людям. Этот мед не просто сладость, а дар, который Коран описывает как источник исцеления для людей. В Коране пчелы описаны как создания, которые следуют по путям Господа, что подчеркивает их порядок и послушание. Этот порядок и послушание – образец того, как можно жить в гармонии с божественной волей. И если присмотреться, их жизнь полна глубоких духовных уроков, трудолюбия, смирения, жертвенность. В Коране, в суре Ан-Нахль, говорится о пчелах. «И внушил Господь твой пчеле: устраивай себе жилища в горах, на деревьях и в том, что строят люди. Потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе. Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, в котором исцеление для людей. Воистину, в этом знамение для людей, размышляющих». Эти слова, произнесенные более 1400 лет назад, кажутся простыми, но они скрывают удивительные истины, которые наука смогла раскрыть лишь в последние столетия. В Коране при упоминании пчел используются слова в женском роде. В арабском языке, в котором был ниспослан Коран, каждое слово имеет свой род – мужской или женский. И когда в Коране сказано «устраивай», «питайся», «следуй», эти слова использованы в форме женского рода. Это означает, что Коран описывает именно тех пчел, которые выполняют всю работу в улье. Современная наука подтверждает, что это рабочие пчелы, самки. Они строят соты, собирают нектар, защищают улей и создают мед. Но 1400 лет назад никто не знал о том, что только самки пчел занимаются всей этой работой. Самцы пчел, которых называют трутнями, не участвуют ни в строительстве улей, ни в сборе нектара и не защищают улей. Их единственная функция – это спаривание с маткой, и после чего они погибают. Пчелы устраивают свои жилища в горах, на деревьях и даже в постройках людей. Они находят цветы, собирают нектар и возвращаются в улей с абсолютной точностью. Современные исследования показали, что пчелы используют солнечный свет для навигации, благодаря так называемому солнечному компасу. Даже когда солнце скрыто за облаками, пчелы способны ориентироваться благодаря поляризованному свету, который они видят в небе. Эти создания запоминают расположение цветущих полей и возвращаются к ним, используя солнце как навигацию. Кроме того, пчелы общаются друг с другом с помощью танцев. Этот танец известен как танец восьмерки или вибрационный танец. Пчела-разведчица, найдя нектар, возвращается в улей и танцует, двигаясь по форме восьмерки. Направление танца указывает на угол относительно Солнца, а скорость движения показывает расстояние до цветущего поля. Это и есть пути Господа, о которых говорится в Коране. Невидимые дороги, которыми пчелы следуют с поразительной точностью. Но самым удивительным является то, что из брюшков пчел выходит питье разных цветов, которое приносит исцеление. Это мед. Сегодня наука подтвердила, что мед содержит более 180 питательных веществ – витамины, минералы, аминокислоты и антиоксиданты. Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, используется для лечения ран, ожогов и инфекций. Лечебный эффект меда зависит от растений, с которых собран нектар.
так как каждое растение наделяет его своими уникальными свойствами. Но 1400 лет назад никто не знал о составе меда и его целебных свойствах. Однако еще 1400 лет назад Коран уже описал его как дар исцеления. Когда мы внимательно читаем эти аяты, понимая каждое слово, мы видим не просто описание жизни пчел. Мы видим мудрость Творца, раскрытую людям за столетия до того, как наука смогла ее объяснить. Пчелы – это живое доказательство того, что мудрость Бога раскрывается даже в самых крошечных созданиях. Мы уже знаем, что пчелы собирают нектар и превращают его в мед, который приносит исцеление. Но откуда они получают этот нектар? В другом аяте в суре Ан-Нахль говорится: «Он изводит для вас с неба воду, из нее растут плоды и растения, которыми вы питаетесь». А в суре Аз-Зумар сказано: «Разве ты не видел, что Аллах ниспосылает с неба воду, и она проникает в землю, и из нее произрастают разнообразные плоды?» Это удивительная цепочка природы. Вода питает растения, они распускаются цветами, а пчелы собирают их нектар и превращают его в мед. Все это звенья одной цепи, созданной Аллахом. Пчелы зависят от растений, растения – от воды, а вода – от воли Творца. Пчелы собирают нектар именно из этих плодов и цветов, которые являются даром Аллаха. Они превращают их в мед, который не только является источником питания, но и символом благословения и исцеления. Но почему именно мед назван исцелением? Потому что современные исследования подтверждают его удивительные лечебные свойства. В хадисах пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, упоминается, что мед – это исцеление. Он советовал своим последователям употреблять мед для здоровья. Но самое удивительное – это образ жизни пчел. Они работают как одна община, где каждый знает свою роль. Их трудолюбие, самоотверженность и послушание – это уроки, которые напоминают нам о важности сотрудничества и гармонии. В одном из хадисов пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, говорится: «Верующие подобны единому телу. Если одна часть страдает, вся остальная часть сочувствует». Пчелы живут по этому принципу. Они работают вместе, защищают свою матку и всегда трудятся на общее благо. В мире пчел существует строгая иерархия, где каждый имеет свою роль. Мы привыкли восхищаться трудолюбием рабочих пчел, которые собирают нектар, строят соты и защищают улей. Но что же делать трутням, самцам пчел? На первый взгляд их жизнь кажется праздной. Они не собирают мед, не строят соты, не защищают улей и даже не могут ужалить врага, потому что у них нет жала. Но у трутней есть одна важная миссия – это продолжение рода. Трутни, которых называют самцами пчел, появляются в улье весной и летом. Появление трутней – это особый процесс, связанный с уникальной биологией пчел. В отличие от рабочих пчел, рождающихся из оплодотворенных яиц, трутни появляются из неоплодотворенных яиц, которые матка откладывает специально. Этот уникальный процесс называется партеногенезом – развитием из неоплодотворенных яиц, из которых рождаются только самцы. Матка откладывает неоплодотворенные яйца в теплое время года, когда достаточно нектара и пыльцы для поддержания жизни улья. Это время, когда улью необходимы новые поколения, обеспечивающие продолжение рода. И трутни выполняют свою единственную жизненную миссию – спаривание с маткой. В этом кроется вся их биологическая суть. Они покидают улей только в теплые солнечные дни, когда воздух наполняется ароматами цветов и пчелы особенно активны. Здесь начинается таинственный ритуал – полет брачного роя, где трутни устремляются к матке. Трутни взмывают в небо, стремясь найти и спариться с маткой. Только самые сильные трутни достигают матки, но этот полет становится для них последним. Спарившись с маткой, трутни погибают, выполнив свое предназначение. Их жизнь заканчивается, но они оставляют после себя новое поколение. Но что ждет тех трутней, которые не успели на брачный полет?
С наступлением прохладных дней и уменьшением запасов нектара рабочие пчелы начинают изгонять трутней из улья. Трутни, лишенные пищи и защиты, вынуждены покинуть теплый и защищенный дом и обречены на гибель на холоде. На первый взгляд, такое изгнание кажется жестоким. Но это не жестокость и не эгоизм. Это мудрость природы, где жертвенность одного спасает жизнь целой общины. Самцы пчел, трутни, выполняют только одну функцию – спаривание с маткой. С завершением сезона размножения и уменьшением запасов пищи трутни становятся лишними для улья. Они не собирают нектар, не строят соты, не защищают улей и не производят мед. Если трутни остаются в улье, они лишь потребляют ценные запасы, необходимые для выживания рабочих пчел. Рабочие пчелы вынуждены изгонять трутней, чтобы сохранить жизнь всему рою. Это не жестокость, а мудрость природы. Рабочие пчелы сохраняют мед и ресурсы, чтобы поддерживать жизнь улья в холодное время года. Понимание роли самок и трутней в улье стало возможным только в последние столетия, благодаря научным исследованиям и наблюдениям под микроскопом. Но Коран еще 1400 лет назад уже упоминал пчел в женском роде, указывая на их истинную роль. Пчелы – это не просто насекомые, собирающие нектар и создающие мед. Эти маленькие создания играют ключевую роль в поддержании экосистемы. Когда рабочие пчелы собирают нектар, они невидимо опыляют растения, перенося пыльцу с одного цветка на другой, обеспечивая их размножение. Этот процесс – основа жизни растений. Без пчел многие из них не смогли бы размножаться. Поля бы опустели, а деревья перестали бы плодоносить. Но еще более удивительно – это их умение строить идеальные жилища. В Коране сказано: «И внушил Господь твой пчеле, устраивай себе жилища в горах, на деревьях и в том, что строят люди». Эти жилища не просто гнезда, а идеально симметричные шестигранные соты. Наука доказала, что шестигранная форма сот – математически совершенная структура, обеспечивающая максимальную эффективность. Шестигранные соты позволяют хранить больше меда при минимальных затратах воска. Каждая ячейка имеет идеальную симметрию, а ее углы рассчитаны для максимальной экономии пространства. Пчелы строят соты с поразительной точностью, словно следуют законам геометрии. Но откуда у них эта удивительная точность? Для верующих ответ очевиден. Это знак божественной мудрости, которая была открыта в аяте: «И внушил Господь твой пчеле». Смысл этих слов Корана стал ясен только после того, как наука раскрыла секрет математической точности сот. Пчелы – это не просто насекомые. Это пример того, как единство и сотрудничество создают гармонию и порядок. В их мире каждый знает свою роль, и нет места эгоизму. Это урок, который напоминает нам о важности сотрудничества и взаимопомощи в жизни людей. Если присмотреться к жизни пчел, мы видим не просто маленьких трудолюбивых существ. Мы видим чудо, которое Коран описал 1400 лет назад, но которое наука смогла объяснить только недавно. Эти маленькие создания – яркое доказательство божественной мудрости. Их жизнь – это пример порядка, самоотверженности и гармоничного сотрудничества. Мед, который они создают – это не просто сладость, а настоящий дар исцеления. Их соты – это совершенная геометрия, а их община – это пример гармонии. Но удивительное в жизни пчел скрыто не только в их поведении, но и в строении их тел. Например, у самцов пчел, трутней, усики состоят из 13 сегментов, тогда как у самок, рабочих пчел и маток, из 12. Эта разница кажется незначительной, но на самом деле имеет большое значение. Трутни, чья единственная задача найти матку и спариться с ней, обладают более длинными и чувствительными усиками. Эти дополнительные сегменты делают их усики особенно восприимчивыми к запахам, в частности, к феромонам матки. Когда трутни покидают улей и собираются в зоне спаривания, их усики мгновенно улавливают запах матки, даже если она находится далеко. Это позволяет им быстро находить ее и выполнить свою единственную задачу.
продолжение рода. Рабочие пчелы, которые остаются в улье, тоже используют свои усики, но для других целей. Их усики являются настоящими сенсорами. Они позволяют рабочим пчелам распознавать нектар и пыльцу, общаться с другими пчелами через химические сигналы и даже ухаживать за маткой и личинками. Химические сигналы, известные как феромоны, помогают пчелам передавать друг другу важную информацию. Матка выделяет особый феромон, который удерживает рабочих пчел в улье и не дает им развивать яичники. Если в улей проникает враг, рабочие пчелы выделяют тревожный феромон, который призывает остальных на защиту. А когда разведчица находит богатый источник нектара, она может оставить на цветке феромон, чтобы другие пчелы быстрее нашли его. Химические сигналы настолько важны, что без них жизнь в улье превратилась бы в хаос. Пчелы настолько зависят от них, что без феромонов не могут поддерживать порядок, общаться и координировать свои действия. Это еще одно доказательство того, что их жизнь – проявление мудрости Творца. Усики помогают им определять запах меда, распознавать феромоны, которые выделяет матка, и следить за состоянием улья. Эта разница в строении усиков показывает, что каждая пчела создана с мудростью и идеально приспособлена к своей роли. Но самое удивительное то, что эта разница заложена еще на стадии яйца. Когда матка откладывает оплодотворенное яйцо, из него рождается рабочая пчела – самка. Если яйцо остается неоплодотворенным, из него рождается трутень – самец. Даже структура их усиков предопределена этим моментом. Пчелы не просто появляются на свет случайно. Их жизнь и даже строение их тел – это проявление мудрости и порядка. Пчелы – это живое доказательство того, что мудрость Аллаха проявляется даже в самых крошечных созданиях. Даже в самых крошечных созданиях заложены глубокие уроки. Трудолюбие, самоотверженность, единство – это качества, которые пчелы демонстрируют своей жизнью. И если такие маленькие создания могут жить в гармонии, почему люди не могут следовать этому примеру? Пусть этот рассказ о пчелах станет для нас напоминанием. Напоминанием о том, что все в этом мире создано с мудростью и что каждое создание имеет свою цель. Пусть он научит нас быть благодарными за дары, которые Аллах даровал нам, и размышлять над теми знамениями, которые Он открыл в природе. Ведь те, кто размышляют, найдут мудрость даже в самых малых созданиях.